Всем огромный привет! Друзья, сегодня у меня интересный вариант запеченного вкусного рулета, который я приготовила из куска филейки. Внутри с вялеными помидорами, сочный, с пряной ароматной такой кислинкой благодаря томатам, сочный внутри и очень вкусный. Такая прекрасная праздничная нарезка будет прекрасным украшением на любом праздничном столе. А с начинкой, если нету вяленых помидор, всегда можно экспериментировать и грибочки добавить, и даже просто обычный блинчик по-любому будет вкусно. Принцип один и тот же. Вот тут у меня филейка, килограмм 400 грамм. Вот этот жирок, ничего я не срезала, вот такая замечательная филейка. Полинвица. Тут небольшой надрезик у меня получился, так продали. Разрезаю вот так вот вдоль, но не до конца. Будем разворачивать вот этот кусок и превращать его в такую гигантскую отбивную. Вот разрезаю снова, но тоже не до конца. На этом куске был небольшой надрезик, поэтому получится тут в одном месте у меня трещинка, но это ничего страшного, оно потом все свернется. И вот так вот с помощью ножа, главное, чтобы нож был острый, параллельно доске разрезаю и разворачиваю этот кусок. Тут ничего страшного, все свернется, ничего видно не будет. Вот этот кусок еще очень такой плотный. Стараемся так, чтобы развернуть вот эту филейную часть, так, чтобы приблизительно одной толщины получился наш пласт. Разрезаю не до конца, все, развернули. Получается такая вот большая гигантская отбивная. Теперь для того, чтобы равномерно отбить ее, накрываю пищевой пленкой и отбиваю ее с одной стороны. Этого вполне достаточно. Благодаря этому и оно быстрее промаринуется и будет такое сочное, мягкое внутри. Пленкой накрывать обязательно для того, чтобы хорошо и равномерно отбилось мясо. Вот для того, чтобы сделать рулет, то я беру полинвицу где-то весом от килограмма до 1,5 килограмма. Потому что если она уже больше, с ней трудно работать. Вот килограмм, 1,5, вот получается у меня килограмм 400 грамм. Получается такой довольно нормальный, приличный пласт, в который можно хорошо все свернуть. Тут у меня 1,5 столовых ложки соли сванской и столовая ложка хмели-сунели. Все смешиваю. В сванской соли там уже и есть добавление чеснока. На канале есть видео, вверху будет подсказка, в описании под видео ссылка, как приготовить ее самому. Если нету, добавляете любые специи, приправы, чесночок, все по желанию, на ваше усмотрение. Вот припудриваю эту отбивную гигантскую со всех сторон специями, солью и с чесночком. Все хорошо обмакиваю в остатках специй и отправляю мариноваться минимум на 3 часа. Если есть время, можно оставить на сутки. И потом уже дальше будем выпекать. Отправляю в холодильник. Мой рулет мариновался в холодильнике 3 часа. Теперь буду готовить начинку. Тут у меня 3 яйца и 100 мл молока. К 2 яйцам я отправила щепотку сванской соли и добавляю 100 мл молока.
мы приготовим такую как бы омлетную смесь. Одно яйцо я отставила еще в сторону. Потом я расскажу зачем. Сюда же столовую ложку растительного масла. Все размешиваю. И теперь на сковородку смазала растительным маслом на разогретую, отправила эту омлетную смесь. И теперь на промаринованное мясо, на пласт мяса, одно яйцо, которое я отставила, взбалтываю венчиком. И для того, чтобы вся начинка хорошо скрепилась внутри, смазываю яйцом. И теперь распределяю, отступив от краев где-то сантиметра 2-3, эту омлетную смесь. Можно добавить и не 2 яйца, а 3-4 взять, будет больше начинки, будет еще вкуснее. И дальше томаты вяленые. Я готовлю сама, у меня свои домашние. Если интересно, тоже оставлю ссылки и подсказки, как приготовить самому. Очень такая нужная, хорошая заготовка, которую в любой момент достал и можно использовать или как добавку в салаты, или вот для запекания рулетов. Много вариантов. Теперь свернула рулет, обмотала ниткой хорошенько, так чтобы все не вываливалось, и запекать буду в рукаве. Завязываю, ничего я не прокалываю, так чтобы вся влага и все соки остались внутри. Температура 180 градусов, час 10. Вот мясо выпекалось. Половинку мы уже попробовали. Очень вкусный, скажу вам, сочный внутри. Вот посмотрите, вот эта омлетная начинка. Томаты придают такую свою кислинку, пикантность. А с начинками всегда можно экспериментировать, за что и люблю готовить рулеты. Нету томатов, взяли грибы, нету грибов, обычные блинчики или омлет. Это всегда вкусное и красивое украшение любого праздничного стола. Друзья, а я буду очень рада, если рецепт вам пригодится и вы будете готовить. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Пока-пока.